Всем привет, с вами Алла, и в этом видео покажу, как буду делать вот такую картину. В прошлом видео я показывала, как шью такие блоки, а в этом видео покажу, как делаю стежку, вот здесь под этим углом ее хорошо видно, и оформляю работу до готового изделия. Приступаем к шитью. Подготовка к стежке. Я отутюжила свой лоскутный верх, взяла наполнитель и ткань бека. Наполнитель у меня Slimtex плотностью 100 грамм на квадратный метр. И в качестве бека буду использовать спанбонд плотностью 60. Можно использовать любую ткань. Сейчас я хорошо это скалю и иду к машинке. Кстати, забыла сказать, что наполнитель и ткань низа мы всегда берем больше, нежели верхний лоскут, потому как стежка дает усадку. Я опустила нижний транспортер, одела лапку для свободной ходовой стежки, и иголка у меня номер 90 для джинсы. Также можно использовать иглы для кожи, ну и, конечно же, для квилтов. Нитки буду использовать вот такие. Это мононить, она бывает в таких больших бобинах, это для оверлока, и также вот в таких маленьких. На шпульку использую эту же нитку. Никаких особых настроек не требуется для этой нити. И я также вытаскиваю нижнюю нить наверх. Затем я делаю узелок и прячу их. Опускаю лапку и начинаю стежку. Стежку делать буду стиплингом, не выходя за квадрат. Придерживаю ниточку и начинаю стежку. Для самых внимательных стежку я начала с центрального квадратика, вот так, чтобы лучше было видно, как я буду двигаться по линии. Сейчас не мешает, я снимаю и продолжаю. Сзади у меня уперлась, и чтобы было удобно, я снимаю.
уже вырисовывается. Ну, сейчас я доделаю и покажу вам результат. Так, я дошла до края. И сейчас я поднимаю иголочку, лапку и обрезаю концы так, чтобы я их могла завязать и спрятать. Вот я вам покажу этот квадрат, стежку на нем. Мне очень нравится работать этой нитью. Она интересно смотрится. Нет сложностей с ней в работе. В общем, рекомендую. И таким образом я простегиваю все квадраты. Стежка готова. И сейчас я беру полосы шириной 4,5 сантиметра, прикладываю лицом к лицу, делаю строчку на ширину лапки. Окантовку я пришила и хочу показать, как соединяла просто по прямой. Также начало заутюжила, пришила, и когда прошлась уже по кругу, внахлёст зашла на окантовку. И сейчас я отгибаю вот так. Здесь вот так. И вот таким образом пришиваю. Обтачка готова. Показываю, как выглядит начало. Вот так с изнанки. И уголочек покажу поближе. Ну вот так. Сейчас повешу на стену, покажу. Также забыла показать, что я использую вот такие полуколечки, либо они вот так еще бывают, продаются. Я их пришиваю, и за них, если картинка маленькая, одну, если такая побольше, две, и за них прекрасно она держится. И вот так картина выглядит на стене. На сегодня видео подошло к концу. Для тех, кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. И до новых встреч. Всем пока-пока.